И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 9 апреля. Как вы видите, я не нахожусь в своей домашней студии. И на это есть веские причины. Но более подробно об этом в своем материале рассказал мой товарищ Михаил Нуфриенко. Ссылку на его материал я дам в текстовой строке под видео, она в конце появится в интерактивном окне. Здесь же кратко. После того, как некоторые невменяшки были арестованы в Херсоне, и по данным спецслужб Российской Федерации мы были целью этих товарищей, нас включили в программу защиты особо ценных свидетелей. Теперь мы будем уже находиться не дома, мы будем вещать с других мест, но это на самом деле не особо скажется на нашей работе. А главное на сегодняшний день, чтобы никто не мог заткнуть нам рот. Как вы видите, пытаются заткнуть нам рот всеми возможными способами, что говорит о том, что очень сильно мы им допекаем. Но, как говорится, устанут они пыль глотать. Итак, с этим вопросом разобрались. Теперь же переходим к сводкам, что произошло сегодня на линии соприкосновения. И традиционно пойдем с севера на юг. На севере ничего сегодня, слава богу, не случилось. В целом все спокойно относительно до самого Харькова и Изюма. Под Изюм идет работа диверсионно-разведывательных групп. Российские войска концентрируют свои силы в районе Изюма. И также в районе Харькова тоже пришли сообщения от Генштаба ВСУ, что их очень сильно напрягает концентрация российских войск в этом направлении. В целом, опять же, Генштаб ВСУ по тем утечкам, которые есть у них там, они говорят о том, что российские войска, по их данным, подчеркиваю, это я ничьих секретов не выдаю, по их данным российские войска готовят нанести свой удар с 12 по 19 апреля. Более точных данных у них нет, но в целом их оценки я считаю верными. В общем, сейчас на Донбассе на линии соприкосновения нависла вот такая вот пауза, которая должна разразиться большой бурей. И ее ждут буквально все. Причем российские войска продолжают наносить удары по местам скопления вооруженных сил Украины. То есть идет планомерная подготовка к наступательной операции и создание благоприятных условий для быстрого продвижения российских войск дальше вглубь территории, обороняемой вооруженными силами Украины. Также запорожские и украинские ресурсы сообщают о том, что российская артиллерия на их участке заметно активизировалась, наносит артиллерийские удары по многим населенным пунктам, читай по позициям вооруженных сил Украины в этих населенных пунктах. Пока по Угледару новостей нет, но очевидно, что там тоже все предрешено, и в ближайшее время все-таки мы узнаем о зачистке этого города. И также сегодня пришли сообщения о том, что Мариупольский морской порт почти полностью зачищен от вооруженных сил Украины. Что в целом понятно, исходя из географии, потому что не удержав высотки в этом районе, дальше держать эту территорию не имеет никакого смысла. Они там прям как на ладони, и соответственно никто просто так из азовцев погибать не собирается. То есть все они там скучковались теперь в районе Азовстали. И теперь самым интересным на данном направлении будет действительно, кого же там так упорно пытались эвакуировать, в том числе и западные дипломаты, а также украинские военные. Видимо, очень серьезная натовская шишка там сидит и очень большое количество натовских офицеров, которые помогали вооруженным силам Украины сдерживать наступление российских вооруженных сил и Донецкой народной милиции. И я так понимаю, что в ближайшие несколько дней мы об этом с вами узнаем. И напоследок, последнее, что касается Херсонско-Николаевского направления. Как я и сказал предыдущих несколько дней, очень активно работает военная контрразведка. Каждый день приходят сообщения о вскрытии то одной, то другой ячейки так называемой теробороны, которые затаились и ждали только прихода вооруженных сил Украины. А отсюда та информация об утечке списков теробороны, кстати, не только Херсонской теробороны, о котором говорили западные спецслужбы несколько дней назад, можно считать, что все-таки она таки была. И на самом деле это самая большая на сегодняшний момент проблема для Киева. Потому что, напомню, их главная стратегическая цель, если не удастся удержать фронт, это создать ячейки партизанской войны против российских войск. И если эти списки, а по сути это списки тех так называемых партизан, попали в руки российских спецслужб, то вот этим так называемым партизанам будет очень и очень несладко. Вернее, они никак не смогут развернуть свою борьбу и, соответственно, очень быстро будут зачищены при освобождении тех или иных территорий Украины. Вот это примерно то, что я могу сказать сегодня по состоянию на вечер 20:00 9 апреля. Следующий мой материал должен выйти завтра утром. До свидания.